Ну, что касается дисквалификации с фар, российских спортсменов не допускают к участию в бой. Хотел бы побороться с Дэйвом Чаффи, худеющий сейчас по силам забороть Ливана. Всем привет, дорогие друзья и любители армрестлинга! Сегодня я впервые на своем YouTube канале буду брать интервью у одного из самых сильных в мире армрестлеров Виталия Лалитина. Хочу вам сказать большое спасибо, что вы отреагировали на мой пост в YouTube канале и написали более 120 вопросов. Спасибо вам большое! И хотелось бы сразу сказать, что это мое первое интервью, и, возможно, в каких-то моментах я буду стесняться и волноваться. Надеюсь, вы меня поймете. Также я надеюсь, вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк этому ролику. Я стараюсь именно для вас. Вот тот самый легендарный зал, где тренируется Виталий Лалитин. Добро пожаловать, Виталий, на мой маленький YouTube канал. Всех рад приветствовать на канале Артема Мичурина. Большое спасибо, что согласился, чтобы я взял у тебя интервью. Честно, не ожидал, что Виталий согласится. Но Виталий оказался очень открытым, добрым человеком. Всегда лишь бы вы улыбались. Спасибо вам большое, что вы написали очень много вопросов Виталию. Я отобрал одни из таких самых хороших. Первый вопрос от Марата Шайхуддинова. Интересно, какой объем нагрузок он дает на мышцы, например, на пронато? Сколько рабочих подходов в одной тренировке? Ну, значит так, для начала скажу, что первый пример рабочую тренировку я выполняю с небольшими весами, так сказать, водную, да, и чтобы мышцы не нагружать. А следующую тренировку я делаю процентов на 80-90. Рабочую тренировку, такую силовую, мощную. И в следующей неделе я опять снижаю нагрузку для того, чтобы мышцы смогли восстановиться и не травмироваться. Именно таким образом растет моя сила. Что касается подходов. Подхода 3-4 рабочих, ну, соответственно, с набором веса, с набором максимальной нагрузки. Вот, выполнять стараюсь те веса максимальные раз на 6 на 8. Что касается 80%, да, веса, если уже 90 под 100% веса, на 1-2 раза. Ну, такую тренировку я провожу всего лишь раз в месяц, сильно максимально, так сказать, потому что от нее руки очень сильно долго отходят. Что касается пронатора, на него я поднимал, по-моему, 50, либо, не помню, 60 килограмм на 3 раза я поднимал, 60 килограмм. Вот. И в последнее время долго я пронатора сейчас не делал, но с последним, так сказать, дружеским поединком за значным столом с Давидом Дадикяном я понял, что мне не хватает пронатора, который у меня начал отставать, когда я считал, что он у меня очень сильный. А вот сколько в неделю тренировок ты проводишь примерно? Я провожу 3 тренировки в неделю, и в которых тренировках у меня упражнения не повторяются. Соответственно, в понедельник одни упражнения, вторник другие, и в пятницу, точнее понедельник, среда, пятница тренируюсь, в среду другие, в пятницу совсем другие упражнения. То есть они не повторяются, они чередуются, и так повторяется каждую неделю. Так, второй вопрос от Дениса Полубяк. Задаю вопрос про отца Виталия. Занимался ли он спортом? Занимался ли он спортом? Какая антрометрия? Интересно, от кого передалась такая феноменальная генетика? Отец мой 1,85 м ростом, пониже меня, почти на 20 сантиметров, на 19 ниже. Ну, тоже руки большие, кисти большие, как бы сам не слабый, всю жизнь рулил и находился в хорошей форме. Когда-то занимался геймом, так что прям конкретно занимался спортом, такого не было, он очень сильный, крепкий мужик. А может, вот дедушка или прадедушка отличались еще? Ну, вообще, у отца есть братья, которые были по 2 метра ростом, двоюродные, троюродные, то есть, я думаю, с той стороны все идет. Так вообще у меня еще, помимо меня, 2 брата старших, но они ниже меня. Один также 1,85 м, мой отец, а другой 1,88 м. Так, третий вопрос от
Тамина. Было бы интересно услышать про его отношения с ФАР, Дисквал и общее видение индустрии в стране. Как ты это видишь все? Ну, что касается дисквалификации с ФАР, это, было решение президиума. Я ничто не могу сказать хорошего, плохого не могу сказать. Ну, их было решение, я его принял. Сделали так, как нужно было. И я начал уже бороться по профессионалам. В данный момент я хочу продолжить эту карьеру и оставаться. Так, 4-й вопрос от Ючана. Хотел бы Виталий побороться с Чаффи, так как он единственный претендент, кто заборол Курдечи, а Курдечи выиграл Эрнеса. Да, скажу да, я хотел бы побороться с Дэйвом Чаффи и надеюсь на ближайшее будущее, что нам предложат армфайт. Вопрос от Андрея Галдина. Виталий, что ты считаешь своим отстающим местом? И как исправляешь? Может быть, какие-нибудь упражнения для этого делаешь? Я считаю, что особо отстающих мест у меня нету, так как если я чувствую, что у меня какое-то место отстает, я обязательно его подтягиваю. И получается за счет этого я развит разносторонним, как вы видели сейчас, иной раз начинаем бороться и в крюк с ребятами за размычным столом и верхом, борюсь неплохо, как бы подтягивая свои слабые места. Вопрос от Вовки Нета. Топ-3 соперника, которым Виталий хотел бы побороться на правую руку. Ну, на данный момент это, конечно, Дэйв Чаффи, Девон Ларат, Алекс Курдич. Вопрос от Опрола. Как он видит развитие своей спортивной карьеры в сложившейся обстановке? Ну, так скажу, что ближайшие соревнования это будет чемпионат в Чечне. Если все будет хорошо, не изменится, будем бороться в Чечне. В дальнейшем будем ждать приглашения на файты от людей, от различных, кто может это нам предложить. В ближайшее время только так. Ну и, соответственно, буду тренироваться, чтобы быть готовым 24/7. Вопрос от Сергея Олива. На каком этапе подготовки и куда готовишься? Это, наверное, на Чечню, да? Да, готовлюсь на Чечню. Предварительно турнир перенесли с марта месяца на конец мая, это 27-е, по-моему, 28-29 мая. В общем, конец мая. На него именно сейчас и готовлюсь. Вопрос от отшельника. Виталий, можешь ли ты закрыть самый жесткий экспандер в мире? ПОК 4 пробовал, у меня не получалось. ПОК 3.5 сжимал. Ну, опять же, сжатие динамометра и сжатие эспандеров это разные вещи, на которые нужно готовиться. Мне как-то эспандеры никогда не были интересны, и я ими особо не занимался, поэтому акцент не делал. Но, возможно, в ближайшем будущем попробую. У меня ПОК 4 есть, и могу попробовать им позаниматься. Вопрос от Ахмеда. Как изменится, по мнению Виталия, топ-8, когда закончится нынешняя ситуация? Как изменится? Пока никак. Российских спортсменов не допускают к участию в топ-8. Ну, соответственно, не будет Трубина, не будет меня, не будет Силаева. В принципе, одни из сильнейших людей не будут выступать. А кто будет выступать, я не знаю. Так, вопрос от человека, который никнейм я не смог прочитать. Поступает ли предложение бороться за границей? Да, поступали вот. Не так давно должен был бороться с Алексом Курдичи, и до этого были предложения. Поэтому спрос есть, тренируюсь, готовлюсь. Надеюсь, что все будет хорошо в скором времени. Вопрос от Альшана Альшанова. Кто еще может победить сегодня Ливана, кроме Виталия? Ну, насколько я слышал, Подулеску готовится на Ливана. Кто-то говорил, что Алексу Курдичи сейчас по силам забороть Ливана. Да я думаю, если Дэйв Чаффи был бы в хорошей форме, тоже мог бы с ним, в принципе, противостоять ему. Потому что когда он приезжал на тот армфайт, когда они боролись, по моему мнению, Дэйв Чаффи не был готов. Сейчас он был в намного лучшей форме, нежели когда боролся с Ливаном. Вопрос от Майланда. Сколько раз в день питаешься и как ты сумел набрать такой большой вес? Ну, много набираю все со временем, особо акцент не делаю, ем все подряд, что захочу, когда захочу.
Просто сейчас маленько приостановил свой рабочий процесс, занимаюсь больше тренировками, вопросами в городе. И, соответственно, больше возможности покушать, когда хочу, когда ем. Бывает 2-3 раза в день ем. Не ем по 5-8 раз, такого нет. Вопрос от подписчика. Насколько силен Давид Адикян, по мнению Виталия? Какое его место в топе? Например, на левую руку. Ну, во-первых, топа особо такого основного топа нет на левую руку, да. Очень сильный. И с кем-то сравнить, я уже не боролся на левой руке очень много времени. Я не знаю, кто в какой форме. Допустим, Ливан Сакинашвили сейчас травмирован на левой руке. А кто еще остается? Ну, вот, остаюсь я, Силаева выиграл. Мы с ним особо постояли за разминочным столом, да, я почувствовал очень сильный спортсмен, и который набирает свою силу, соответственно, ну, да и получается, Дэйв Чайф, я не знаю, как там с левой рукой, Деван Ларат, как бы могут бороться, так, леворуких рестлеров очень мало. Было бы интересно с Ваней Матушенко, как они поборолись, Ваня тоже очень сильный криковик. Поэтому нужно устраивать просто топ соревнования, смотреть. Я думаю, в Чечне будет тоже видно. Хотя в Чечне... Давида, наверное, не допустят, да? Подожди, вот это должны допустить, просто там левой руки не будет. На правой? Там только на правой, да. По-моему, травмирован, да, Давид? Правая травмирована, да. Наверное, не выступит. Спасибо большое, Виталий. Всем спасибо за внимание. Задавайте еще вопросы адекватные. Ответим обязательно. И, пожалуйста, не пишите вопросы про политику и всякую нынешнюю тему. Спорт всегда был вне политики, и не нужно писать такие вот гадости.